Это что, Катя? Это что? Это где? Куда мы приехали? Это же красотень! Побежали, скорее! На краю, что ли? Да. На краю земли. I've been on the road, I've been doing shows. Now we eating steak, remember sleeping on the floor. We Stealing at the gas station when the time was cold. In the kitchen, hot still trying to flip it out the stove. Rocking fake J's, praying that nobody know. Watch them take my dog away, it was way too hard to stay composed. Fight to see the light of day, all this blood on my clothes. I was tired every day, green light, it's time to go. Подкаст. Итак, здравствуйте, дорогие подписчики. Привет. Под старой традицией просим вас подписаться, поставить колокольчик, поставить лайк, Писать. писать комментарий. Один комментарий нам уже написали в Керчи. Какого хрена вы сюда претесь? Мы так рады ему, потому что это первый комментарий под нашими видео. Спасибо тебе, хороший Кто бы человек. ты ни был, да. Короче, вообще с чего началась вся история? Алла показывала нам фотки балаклавы, и мы София Лент, да? И говорила, что она капец как хочет туда поехать. И когда Нина нам предложила поехать в Сочи, В Краснодар Нина нам изначально да, предложила вообще поехать. Нина изначально нас Издалека позвала, зашла. да, в Краснодар, но мы решили, что типа мы тогда везде поедем. И Алла такая: блин, балаклава, надо срочно ехать, Фиолент, мы не можем это пропустить. Но И мы- Айпетри. И Айпетри. Ну, Айпетри потом уже появилась. Первая Не, была... Айпетри тоже была в списке. Если в Крым, то типа Айпетри обязательно. Не было на самом деле. И мы поехали, значит, в Севастополь. После Ялты. У нас там были просто шикарные апартаменты. Девочки сделали потрясающий просто рум-тур. Это рум-тур шедевр. Произведение искусства. Лучше вы не видели никогда. Так, значит, Добрый это наши- вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, дорогие друзья. Это наши апартаменты, это наша форточка. Воу-воу-воу-воу. Это наша комната. Катин чемодан. Катин чемодан. Это не ваша брачная ложа. Детка моя. В смысле соседка? Это твой партнер на этот отпуск. Что происходит? Нет, О! нет, ты не ломай, пожалуйста. О, Это мансарда. Выходи. Там мокро. Выходи, я закрою тебя. No. Ладно, выходи. Кто там? Короче, рум-тур, похоже, закончился. Нет, надо еще вашу еще комнату. вторая. И туалет же красивый такой. Follow me. Это наша, знаете, комната. Это, пожалуйста, вам ложе. Ван ложе и перекатывайся теперь сюда. Не упасть. Ты сначала в Гранд Каньон упади, а потом ту ложе. И так, и сяк. Я пришла. Давай, кидайся туда к ней. Куда ты пошла? Все. Нина, санузел, быстренько. 2, 3, 4. Воу-воу-воу. Такая ванна. И нет воды! Твою мать, нет воды! Вы представляете? Ведерко. О, для туалетной бумаги. О, если будете в Севастополе, снимайте здесь. Отметим вот где-нибудь здесь или здесь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки с посыпушкой. Собственно говоря, мы приехали туда уже поздно, потому что мы же на Айпетре еще поднимались. И мы приехали туда уже поздно вечером. Собственно говоря, ни хрена не видно, конечно же. Сняли там апартаменты. Это было, пожалуй, самые лучшие апартаменты в Крыму. Но Они были очень крутые. Это был крутой дом. Все такое классное. Все так вообще просто. Мы такие зашли. Вау. лакшери, лухари. Лухари вообще, не то слово. Небольшой нюанс. Не было воды.
Никакой. Никакой. Она такая, ой, девочки, тут что-то происходит, дорогу ремонтируют, или не дорогу, или трубы. Вода есть только внизу, в туалетике. Возможно, она скоро закончится, это неизвестно. Да. Но она так не сказала, она сказала, возможно, здесь скоро начнется, у вас в квартире. Но она не началась. Вечером она... Утром, знаете, беда была в том, что утром она закончилась и внизу в туалетике. То есть воды просто не было. Никакой. Мы когда ходили в магазин за водой, там, я не знаю, как это растение называется, но такие Это типа... называется акация. Акация, только она какая-то огромная была. Вот у меня в городе там вот эти вот плоды акации, они вот такие маленькие были, на бананчики похожи. А в Севастополе они прям огромные. И лежала чешуйка от этой вот херни на асфальте. И Алла подумала, что это змея. В смысле лежала? Она вот так вот стояла и смотрела на меня. Я иду, темно, и на меня смотрит змея, понимаете, с асфальта. Банановая. Понятное дело, что я запрыгнула на Катю. Катя меня несла потом до дома. Неправда. Короче, да. Значит, вечером воды нет, но, в общем, это нас не смутило. Мы, на самом деле, так устали, и мы наконец-то приехали, кстати, не за полночь, а мы приехали типа часов в 8, в 9. Ну, как-то, в общем, мы поняли, что у нас весь вечер впереди, мы наконец-то можем побатонить, нормально покушать, заказать еду в квартиру. Ну, в смысле, да, в квартиру. Наконец-то выпить это потрясающее вино, которое мы купили в Сочи. Да, у нас в Сочи там типа просто. всякие продукты, сыр, там косичка, вино. Девчонки пили. И вот мы сели, заказали суши. Они были, если что, невкусные. Но зато мы впервые попробовали суши, которые нам дали в подарок. Подарок они нам дали, потому что мы сделали заказ, а нам просто... Короче, не сделали заказ. То есть, мы сделали его на сайте, а его не приняли. Мы его ждали. Я позвонила в доставку, мне сказали, не спросив ничего, по-моему, только спросили адрес. Я сказала адрес, они говорят, типа, все окей, курьер к вам уехал. Я через полчаса опять звоню. Они говорят, а вашего заказа вообще у нас нет. Я говорю, так а как же он к нам уехал, если его нет? Она говорит, а я все перепутала. Типа, ждите, сейчас вам его привезут. Ну, в общем, нам привезли его там минут через 40. И в подарок. Да, и в подарок подарили нам суши. И я впервые такие попробовала, девочки, судя по всему, тоже. С плавленным сыром. Редкостная параша. Прям даже не мечтайте пробовать. Даже как подарок. Да. Но этого того не Рис стоит. с плавленным сыром – это невкусно. Да. Вот. Ну, собственно говоря, зато у нас было очень весело. Вы увидите, Катя наверняка тут наставляет. Мы смеялись до слез. Девочки пили вино. Одно было вкусное, другое воняло носками. Второе, да, конечно, надо было, видимо, перед этим выпить все остальное, все первое вкусное, чтобы это зашло. Ну, собственно, мы так и делали. Девочки затыкали нос вот так вот. Кстати, да, надо было просто не нюхать. Не знаю, зачем это, просто пить и не нюхать. Ну, тоже прикольно. Оказывается, не нюхать, а просто пробовать, потому что это невозможно. Вот так Настя способ придумала. Немножечко уже И теперь вот так вот. Да, шипит, я уже сказала об этом. Не, ну так, Была пьяная если просто, не не нюхать слышу. его, то оно нормальное. А если нюхать? Если нюхать, то хочется забыть его. Тут же. Да. Может, лучше не пить? Ну, попробуй. Я предложила разбавить попробуй молоком. заткнуть носом. Новая деревня. Разбавьте, и дрестулин вам гарантирует. Так сказала Алла. Это новое слабительное. Называется «Новая деревня, старое вино». Вот. Впрочем, в Севастополе мы, по сути, только поспали. Увидели его с балкона нашего номера. Мы увидели, у нас во дворе росло гранатовое дерево. Прям с гранатами. Гранатами? С гранатом, наверное. Да, такими, которые... Вот, и, собственно говоря, дальше нам обязательно нужно было заехать в мыс Фиолент, на мыс Фиолент. И Балаклаву мы очень хотели посетить. Ну, уже, естественно, без ночевки, просто посмотреть. Мы проехали по Севастополю, проехали через центр, мы очень хотели подъехать к главному памятнику.
Но знаете, в чем прикол? Мы, наверное, просто какие-то наивные дурынды. Мы даже не подозревали, что в Севастополе, в центре, негде парковаться. Для меня вообще эти городочки, они, видимо, в моем представлении были какие-то маленькие, что мне даже в голову не приходило, что ты можешь ехать, и тебе негде просто припарковаться. Прям совсем. У этих людей нет машин, нет людей. Да, Ну, оказывается, там все есть. На самом деле это достаточно населенный, густонаселенный город, огромное количество машин. Мы там прям долго стояли в пробках, долго из него выбирались, потому что мы прям уже через центр поехали, памятник-то в центре. Хотели чёрт посмотреть. побери. Да. Вот. Но, собственно говоря, мы проехали мимо, потому что вообще без шансов было парковаться. И, короче, мы поехали на мыс Фиолент. Это вообще... Я знала, что там что-то невероятное. Я предлагала девочкам пожить там в палатках, одну ночь переночевать. Но было холодно, и мы даже купили палатки, но типа не поночевали там. И приехали на мыс Фиолент. Стали мы довольно далеко, видели издалека море, там что-то красивое. Девчонки побежали вперед, а я почему-то не побежала. Но когда я подошла, я просто потеряла дар речи. Там настолько, невероятно, это, наверное, вообще не описывает то, что какая картина там открывается. Там реально захватывает дух от таких просторов, от такой синевы моря, когда море сливается с небом, и ты это видишь не на уровне моря, а с горы, не совсем с горы, там, с Айпетри. Короче, с мыса Фиолент, когда ты это видишь, это, вообще что-то очень невероятное. И мы какое-то время реально стояли, просто глаза мои смотрите, мозг мой запоминай, потому что это, восторг, очень большой восторг. Как там красиво и как там невероятно. И я каждому бы пожелала побывать там, чтобы... не на словах, а реально своими глазами увидеть это место. Это очень круто. Это что, Катя? Это что? Это где? Куда мы приехали? Это же красотень! Побежали, скорее! На краю, что ли? Да. На краю земли. I've been on the road, I've been doing shows. Now we eating steak, remember sleeping on the floor. We Stealing at the gas station when the time was cold. In the kitchen, hot still trying to flip it out the stove. Rocking fake J's, praying that nobody know. Watch them take my dog away, it was way too hard to stay composed. Fight to see the light of day, all this blood on my clothes. I was tired every day, green light, it's time to go. А потом, когда она отошла от этих впечатлений, она начала бегать по краю этого мыса и просить ее сфоткать. Я там чуть штаны не наложила, она прям на самый край забиралась. Я прям не шучу. У нее есть фотка, сейчас будет здесь. Она сидит прям на краю, свесив ноги. Это вообще как? Зачем? Какая-то там маленькая, тонюсенькая херня, которая может обвалиться в любой момент. А она залезла просто фотку сделать. Там Нина уже с инсультом лежала. Я там ее хватала каждый раз, чтобы она не наебнулась. Так вот, короче, мыс Фиолент — это правда охренительное место, и когда я там до этого слышала про мыс Фиолент, да что такого-то, господи, подумаешь, какое-то место, подумаешь, природа красивая, там захватывает дух просто от невероятной красоты, от красок, которые ты просто смотришь, такого цвета море, небо, горы, просто это, конечно, космос. Мы же еще взяли палатки там, чтобы прям специально переночевать на мысе Фиолент. Палаткой мы не воспользовались вообще ни разу за все эти, 14 дней? 12. Где-то мы все хотели где-то остановиться в этой палатке, но нет. В принципе, мы ехали в сентябре, во второй половине, поэтому не очень погода располагала ночевать в палатке. Ночевать в палатке хотелось бы хотя бы при плюс 20. Ночью. Но не плюс 10, это точно. Собственно говоря, на мысе Фиоленте мы там попрыгали. Некоторые отморозки из нашей компании прыгали так, что другие какали в штаны. Или эти. Одна там
Есть. Одна из этих двух. Я вообще не удивлена была бы, что обратно мы поехали бы втроем. Ну, потому что надеюсь, что Катя это покажет. Потому что там прям шансы были высоки потерять одного бойца. Но ничего, в принципе, слабоумие и отвага – это ее девиз по жизни. И в целом она в целости и сохранности вернулась в машину. Только благодаря Нине, которая сказала, по-моему, ты ей сказала, нахрена ты это делаешь? И это было бесполезно. Нет, только благодаря себе она вернулась, это правда. Мы еще поели, да, там поели в ресторане какой-то с видом на другую, тоже на Мюсфиолент, просто с другой стороны. Да, тоже очень красиво, атмосферно. Да, там мы зашли в крутое местечко, там прям вот наверху на самом. Очень красиво, не очень вкусно, ну, обычно как бы, но красиво. Однозначно там прям стоит побывать. И отправились в Балаклаву. Прежде чем покинуть Крым, мы же покинули Крым, да? Мы же потом поехали в Анапу. Анапа — это уже Россия? Да. Для тех, кто не знает, топографический кретинизм – это особое состояние, которое обозначает неумение и неспособность человека ориентироваться в местности, где он находится. Прежде чем покинуть Крым, мы должны были посетить Балаклаву. Ну, как должны? Конечно, не должны. Но Алла очень хотела, она очень рекламировала ее, потому что она очень мечтала посетить этот город. Я, кстати, вообще не понимала, почему. Потому что Балаклава у меня ассоциируется только с балаклавой, которая на голову надевается. Мне говорили, что в Балаклаве есть музей подводным лодкам, и я почему-то подумала, что это такое старое древнее место, похожее на Керчь, но только еще с ржавыми лодками. Музей подводным лодкам? Ты Да, уверена, да. что так это Подводным называется? лодкам. Не музей подводных лодок? Вот, и, собственно говоря, приезжаем мы в Балаклаву, и я офигеваю, потому что это выглядит как Монте-Карло. Как Италия. Я не была в Монте-Карло, но это выглядит как Монте-Карло. Как Венеция. Да что ты, черт побери, такое несешь? Собственно говоря, было 14 градусов на улице, и девочки решили искупаться. Они сказали, нет, ну как так? Ну мы были на море и ни разу не искупаемся. Конечно, искупаемся. Искупались, что? Та-дам! Я еще думаю. Я, пожалуй, побуду оператором. Пока вот сниму. Оно соленое! Алла не знала, что море соленое. Видите, как им комфортно, да? Настя, смотри, жарко, очень жарко. На улице было, наверное, плюс 16, по-моему. Ну, 15 где-то, да. Да, это вообще не жарко. Но там все равно теплее. Там из-за гор нет ветра, ну как-то потеплее сам климат плюс. И, ну, а вода нормальная была. Ну, типа стандартная, не капец какая холодная. Ну, не капец какая холодная. Зайти в нее можно было, мы зашли, окунулись. Ну, и, собственно, я сразу побежала на берег, потому что это капец как холодно. Балаклава прикольна тем, что она находится между как бы двух гор, в низине. И ты когда спускаешься приближаешься к самой Балаклаве, то такие просторы открываются просто для взгляда, что, ну, типа, вообще очень круто. И когда ты уже подъезжаешь на сам причал, ну, там Балаклава, по сути, это причал. То есть там есть пляж, но очень небольшое место. Остальное это причал для лодок, катеров, там, яхт, у кого что. И, соответственно, ты едешь тоже вдоль, чтобы приехать на пляж, едешь вдоль вот этой вот парковки для яхт, и именно это место кажется, как будто ты где-то в Монте-Карло, например. Каков вид, вы поглядите. После Балаклавы мы отправились обратно в Россию. Мы взяли курс домой, но мы
Еще планировали заезжать в какие-то места. В гостиницу, да? Новороссийск. Анапа. Нет, мы хотели сначала заехать в Новороссийск, а потом смотрели. Мы смотрели по количеству километров и часов и увидели, что в принципе есть возможность. Я никогда не была в Анапе. Ну, как и, в общем-то, на всем русском юге я никогда не была. И у нас была возможность заехать либо в Анапу, либо в Геленджик, например. Но в Новороссийск мы проезжали проездом. Ну, в целом, вот, типа, встал вопрос. Зацепим историю Новороссийска в Анапе, когда вот к видео к Анапе. Там просто сложилась прекрасная ситуация. Смешная, да. Да. Вот, и мы отправились в Анапу. И что, мы отправились в Анапу. И что? И как обычно, в ночь мы приехали в Анапу. Но это мы уже расскажем вам в следующем видео. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, ставьте лайкушки с посыпушкой, пишите в директ, пишите комментарии, найдите нас ВКонтакте, пишите в группу. В общем. О том, с каким городом у вас ассоциируется Балаклава. Если вы там были. Если не были, все равно пишите. Пока. Пока! Пока!